Ну что, всем привет! Если видео начинается из машины, значит оно обещает быть интересным, потому что я сейчас отправляюсь показать вам очень классную, большую квартиру во Вроцлаве. 113 квадратов. Квартира с 3 спальнями. В общем, все детали, все нюансы дальше вам покажу, расскажу про цену. Квартира стоит сейчас на продаже. Это не первый обзор квартиры, который я снимаю на свой канал. И я заметила, что снимаю я в основном квартиры или дома такие объемные, да, с большим метражем, потому что сейчас нас интересует эта тема, так как мы в поиске покупки недвижимости для себя во Вроцлаве, либо в окраине Вроцлава, поэтому активно смотрим, показываю вам, да, ценник, что почем, так сказать. Поэтому уверена, вам видео понравится, оно будет полезным не только для нас, но и для вас, поэтому погнали. Ну что, я уже на месте, сзади меня дом, как раз где находится квартира, и сегодня мне Сергей, агент по недвижимости, поможет рассказать и показать про эту квартиру более подробно. Скажи, пожалуйста, пока мы не зашли вовнутрь, сразу вопрос, так как здесь оживленная очень дорога, с машины ездят, где здесь паркоместо? Вообще, если вы будете покупать каменицу, в 90% или даже больше случаев вы паркоместо не купите. Но здесь оно есть, оно не принадлежит до мешкания, но просто у хозяина есть двойной гараж подземный, который он готов продать вместе с квартирой, и он находится. Если мы пройдем через этот сквер и одну клетку пройдем влево, то там будет брама. Я, к сожалению, не смогу туда зайти, не покажу, потому что нет у меня пилота, но там полноценный как бы гараж. На две машины, на две машины, да, там также есть место, чтобы организовать себе какие-то полки, то есть это гараж-коммурка будет. Вот. Хорошо, ну что, заходим, вот здание, здесь такие ворота, во дворик. Дворик такой общий, да? Да, это дворик, как бы он обслуживается в счете чинша. Летом, ну вот сейчас как раз уже позеленее, можно сюда вечером выходить с друзьями, с семьей, проводить время. Гриль, к сожалению, нельзя делать, но какой-то досуг организовать себе без проблем. Супер. Так, куда заходим? Также, насколько я помню, вот эти шарики, которые возле великов, они как-то светятся вечером. Да, как фонари. Да, да. Зайти можем здесь. Так. Тут никакого замка нет. Коморки. Да, она нормального обычного размера, пивница. Пивница не коморка. Ну здесь такой подъезд интересный, конечно. Это хорошее, можешь показать. Да, я вижу потолок. Панорама на небо. Панорамная, да. Это хорошее состояние как бы клетки сходовой для каменицы. Эта каменица прошла в 2014 году, ну можно сказать, что реставрацию. Да, то есть это как бы дом был в очень плохом состоянии, его инвестор зашел, полностью отремонтировал, распродавал квартиры. И вот в таком состоянии довольно хорошем он до сегодня удерживается. Тоже важно, что всем инсталляциям водным, электричным, этому всему 10 лет, то есть это немного. Если вы там будете смотреть каменицы постарше, то это там как бы может быть электрика старая, и все это дело возможно под замену, здесь, конечно же, такого нет. Так, то здесь лифта нет. Это, наверное, единственный минус, да, что здесь... Ну, потому что, наверное, из-за того, что здание старое, здесь уже в таких, наверное, зданиях не делают лифты, я не знаю. Каменица вообще зачастую больше как бы трактуется как забыток. И нельзя, даже в большинстве случаев, нельзя в каменице ставить климатизатор. Потому что это как бы как это сказать по-украински, по-русски, втрушание в конструкцию дома, из-за чего как бы могут пойти проблемы в дальнейшем. Поэтому я видел всего лишь, прошу, пожалуйста, видел только парочку камениц, в которых был лифт. Вау. Всего 3 комнаты и 2 ванны. Это первая, она как бы идет еще из коридора, в нее входит. И в каждой комнате есть вот такая типа мини-комнатка, которую можно на самом деле использовать как нравится. Как гардеробная, типа. Гардеробная, можно сделать ванну, потому что вот затканная инсталляция водная стоит, есть вентиляция, то есть... Деревянные двери. Прям, ну, да, по дизайну квартира тоже, ну, таких мало реально, потом увидишь, о чем я. Ну, потолки здесь высокие, сколько 3,40, здесь потолки? 3,40. Высокие, да. Ну, это каменица, оно как бы не удивительно, но да.
soy invisible, pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará como yo, que él al final son como... Здесь стиль такой а-ля лофт, да, что-то с классикой смешано, скандинавский немножко сюда приплетен, мне так кажется, потому что есть кирпичная кладка на стене. Вот здесь можно увидеть. И классические такие элементы. Классно. Кухня. Такая необычная кухня, без верхних шкафчиков, да? Это что же относится к кухне? Да. Ну, здесь Так, много можно застройки, открыть, но да? Да, конечно, все можно открывать. Здесь как бы места довольно много, но оно все снизу. У меня здесь была одна аренда, тут жила пара, у которой было много вещей. Ага. И, ну, у них... То есть эта квартира еще в аренду сдается, да? Вообще? Сейчас нет, Сейчас но уже раньше нет. сдавалось. А какого года вообще этот дом? Ну, как бы, когда он повстал, Ну, в принципе, как дом, честно говоря, не знаю. Я думаю, что, ну, как большинство каменистов, 1900-1930, вот. Но опять же, у него даже стены новые. Это идет просто как... Что это такое? Декорация? Так, да. Да, это просто Не знаю, стеклянная почему так. такая. Скорее всего, ну, квартира уже была куплена вот с этой настройкой. Здесь даже открывается. Я не пробовал, возможно. Да, по-моему, да, Может, как окошки. Классно. Может быть, я думаю, что может быть. Раньше даже в блочных домах есть такое, что типа есть кухня, и в кухне, вот если знаешь, между комнатой и кухней такое окно, Да, что типа, да, через да. него еду выносят, но может здесь что-то такое было. Да, но здесь светильники такие, лампы, люстры, даже не знаю, как это назвать. В общем, как дизайнерские, да? Мне кажется, как Я думаю, это что дизайнерские. как бы никакой там проект он этим не занимался, но просто у хозяина такой, Вкус. да, вкус. Esa carita pa' mí es hotel, si vamos a ver ese frío que terminamos en el motel, porque calentura la de aquella noche, seamos horneros y que no nos cachen, lo volvemos a hacer nuevamente, ese frío que si lo prendemos 12, porque calentura la de aquella noche, seamos horneros y que no nos cachen, lo volvemos a hacer nuevamente, la pasamos rico aunque picamos, solo pa' ti baby. Ну что, идем дальше, показываем, куда идем. Давай в спальню. Ну, как бы сейчас нельзя сказать, что какое-то помещение, там спальный зал, потому Ого. что мебель вся вынесена, но здесь раньше была спальня, я могу там фотки показать, то есть здесь у нас огромная реально кровать помещается, там даже 2 метра можно ширины ставить. Окна практически Окна полный большие. рост. Это все западная сторона, то есть квартира едностронна, но здесь довольно много натурального света. И, как ты можешь слышать, да, находится квартира с окнами на шумную улицу, но когда мы находимся здесь, это 3-й этаж, польский, 4-й украинский, и потолки очень высокие, соответственно, мы находимся высоко, поэтому шума не слышно. Естественно, если мы откроем окно... Я думаю, это- сами окна еще такие, шумоизоляция хорошая Да, здесь. если окна открыты, будет слышно, но конкретно в этой квартире, в этой больнице есть возможность ставить климу. Ее здесь нет, но можно сделать, поэтому если кому-то... А сколько здесь квадратов в этой комнате? Что так оно Я большое? сейчас не могу ответить по квадратуре, потому что у меня нету такого жута прям докладного. Ну, примерно, я думаю, больше там 11-12 Конечно, будет. конечно. Но я думаю, что где-то 20, вот если Да. мы смотрим с вот этой комнаткой настройкой, там сейчас гардероб, то примерно квадратов 27-28 она будет. Большая, да. Так, и здесь такая же а-ля гардеробная. Здесь как раз гардероб сейчас. Здесь да. прямо уже все сделано, классно. Большая. Круто. Так пахнет здесь все таким деревянным. Но Вообще тут такой много натуральные элементов. материалы, да. Могу сказать площадь, и уже говорю, 25 метров. 25, да. Большая. Класс. Здесь можно, мне кажется, и детскую сделать, как даже Все, что двоих угодно детей. здесь ну. можно сделать. Ну, там еще, вот что хорошо в этой квартире, как бы на данный момент, если ее покупать вот так вот и сдавать в аренду, то ну, вряд ли, потому что там стопозворота не очень выходит, но можно эту квартиру, во-первых, поделить на 2 абсолютно отдельные, и можно также из нее сделать 4, и уже там ее за покоя будет выгоднее сдавать. Также можно сделать 2 двухкомнатных, то есть мы вот в том коридоре делаем буфер,
И, возможно, даже здесь как-то буфер сделать. И, соответственно, у нас вот эти 2 комнаты – это одна квартира, и вот это вот все вторая квартира у нас. То есть 2 двушки получается, и уже поинтереснее это выглядит. То есть квартира для инвестиций тоже подходит? Если, скажем так, если не лень заниматься вопросом, то да. Yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice. Хорошо, куда идем дальше? Давай пойдем в зал. Красивая квартира, необычная. Так. Ого. Зал у нас еще больше. Вот все, что ты видишь, оно остается. Это вся мебель, да? Да, ее здесь немного, но... Здесь даже камин есть. Камин рабочий, да, можно им пользоваться. Настоящий он? Да, конечно. Настоящий, да. Ну, здесь просто сейчас не лежат дрова, потому что, опять же, все вынесли, но как бы арендатор, которому я сдавал, не пользовался, но он работает нормально. Также обращаю внимание, вот ты говорила за дизайн, батареи, да, как выглядят. вообще. Вот, я тоже обратил внимание буквально недавно, они вот так регулируются, и вот Фредо это холодно на каком-то языке, на итальянском, наверное, а кальдо это тепло. Класс, вообще такая гравировка здесь. Ну. Я такие в первый раз в жизни, если честно, вижу. Я очень тоже. Красивые, да. О, здесь есть балкон, да? Балкон один. Балкон один. Угу. И также, сейчас я попробую продемонстрировать, не знаю, будет ли это видно в дневное время. Если ты развернешься, то там вот под вот этими плинтусами сверху там есть подсветка. Ага, вот Между здесь. стенкой и между плинтусом. И так в каждой комнате. Так, оно не очень видно. Наверное, потому что очень светло сейчас. Ну да, скорее всего. Да. Здесь диван классический такой. Он уже, да, видел многое. Ну, видно, что он старенький, да, но если сделать, не знаю, реставрацию, там, почистить его, то вообще классный. Ну, можно балкон открыть, да? Можно туда зайти. Это единственное помещение в квартире, которое не проходило косметический ремонт после выезда. То есть, по факту, здесь никакого... О, класс! Ну, балкончик небольшой, но вид здесь, конечно, вот. Та-дам! Очень классный. Посмотрите, как красиво. В общем, Вроцлав, да, как на ладони, можно сказать. Наклоняться стрёмненько. Ладно, вернемся. Acércate a mí, mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila. А здесь сколько квадратов? Наверное, ну, больше будет, чем в спальне, потому 28 почти. 28. На 3 метра больше. Здесь, конечно, столько подсветки. Вот такие лампы, такая. Ну, очень кстати, вот эти необычная. лампы сверху, я не знаю, может, они не перегорели или что. Нет, работают, Потому да. что вот эта люстра по центру, она больше декоративная. Ага. Свет такой теплый, он мало дает именно в плане освещения. Но выглядит вечером очень бомбово, классно. А здесь завязано, типа можно удлинить, да? Да. Класс. И Прикольно. так же самое, по-моему, в кухне, ну, как бы тут уже некуда его спускать, но тоже. Вот этот механизм, я думаю, он позволяет сделать ее еще ниже. Тут стол был раньше, обеденный. А здесь есть интернет, да, проведен? Да, Да, что я смотрю вот здесь. Да. Ну, это кабели HDMI под телевизор, но также, да, здесь светло вообще без проблем, просто подписать договор с провайдером. Прикольно, идем дальше. Паркет, здесь все натуральное, да? Ну, это доска, да, я не могу сказать, что это за дерево, но все, естественно, натуральное. Ванна. Вторую ванну напоследок, она самая интересная. Да. Да, здесь у нас душевая кабина, вот там в этом шкафчике
газовый котел. Так, душевая, да. Класс. Это он... А, нет, это вытяжка, Это вентиляция, да, барахлит. Мгм. Это... Надо просто ее чуть-чуть подрегулировать. Так, котел. Так, а здесь получается газ... Отопление газовое, да. Газовое, да? Бездвухфункционный, то есть он же греет воду, он же греет квартиру, и у нас есть термостат, вот он. Ну, те, кто не знает, я объясню, то есть эта штука, она как бы является датчиком для котла, который говорит ему грей или не грей. То есть зачастую он ставится в кухне, потому что в кухне мы чаще всего готовим, и здесь теплее всего. Понятное дело, если, допустим, термостат вы поставите на 24 и поставите его к окну в 13-метровой квартире, у вас счет будет очень большой заказ. Поэтому он стоит здесь, ну и как бы пользоваться им довольно легко, просто надо привыкнуть. А какой чинш, получается, выходит примерно хотя бы, например, Чинш летом, зимой там? Чинш 900 злотых. В чинше уже фундуш ремонтовый, он есть в каждой каменице. Здесь как бы он небольшой, ну, вы видели, там как бы с 2014 года практически все в доме еще раз ремонтировалось. Клятка, элевация, дах. Вот, поэтому здесь с этим все окей. У нас дополнительно к чиншу это электроэнергия, как и везде. Ну, на такую квартиру 200-250 злотых. Вода, опять же, в зависимости от количества людей, наверное, на злотых 100, 120, 130. И газ, то есть подгружание воды и отопление. В неотопительный сезон 100-150 подогреть воду, даже меньше, наверное. В отопительный сезон отопление сложно сказать, но я думаю, что злотых 700 вот на такую 113-метровую квартиру. Если, вот, чтобы было довольно комфортно, 600-700 надо отдать. Если вы там любите 18-19 градусов, то может чуть подешевле будет. Но это тоже важно понимать, что котел очень сильно решает в этом вопросе. Этому котлу 10 лет. Если бы я покупал квартиру, вот единственное, что бы я поменял, это котел. Потому что есть сейчас более современные, они более экономные, и котел, да, это в он долгосроке видно, вам старенький. экономит много денег, естественно. No habrá más diciembres contigo. No preguntes que no quiero ser tu amigo. Cada noche. А скажи, пожалуйста, а здесь можно, например, кондиционер установить? Да. В этом здании разрешено? Да. В таком? Что за- Давай пройдем туда, я покажу, какая есть альтернатива и чем пользовался арендатор предыдущий. Есть такие кондиционеры, которые вставляются в розетку, эта штука стоит и вытягивается труба наружу. И вот она здесь, вот здесь даже есть разъем под нее. То есть тут торчала труба, и она гнала холодный воздух, там его охлаждала в кондиционере, и, соответственно, холодный воздух в спальне был. По ремонту здесь видно, что ничего, в принципе, но стены, ровные потолки, здесь не требуется какой-то ремонт. То есть Да, опять же, покупай, заселяйся и живи, называется. да, была косметика во всех комнатах, кроме зала, после выезда арендатора. И вот это мое любимое помещение. Ого, да, круто. Его можно переделать под комнату, но я не знаю, как бы кто будет хотеть себе вот это вот убрать отсюда. Это просто, да. Я такого нигде не видел. Огромная ванна у окна. Очень большая. Так она и по длине, и по ширине. Да, то есть это даже здесь как... два человека спокойно помещаются. Вообще. Да, большая очень. С окном. Все мечтают. Да, Ванна с как в окном. Нью-Йорке, ну не 100-й этаж, конечно, но... Да. Так, здесь были стиральные сушильные, о да, осталось. Ага, стиралка Стиралка, есть. да, если сушильная нет, была раньше, но, видимо, забрали. Но мест для хранения здесь достаточно, конечно. Да. А это что за ниша? Это, давай пройдем сюда. Туда даже не достанешь. Здесь у нас гостевой туалет. Если ты посмотришь наверх, то там потолок, соответственно, между последним потолком и вот этим можно что-то оставить. Ага. Ну да. Здесь, конечно, очень много санузлов. Здесь душ, да? Да. Ага. Опять же, Круто. можно Со переделать, сливом. можно это переделать под кладовку, под кабинет, под гардероб, что угодно. Прикольненько. Вода выключена. Не знаю, не проверял, но... Да, всё проверить выключено. раз его. Как здесь влагу выдерживает вот деревянные здесь двери, да? Нормально? То Я есть- думаю, что они 100% с покрытием каким-то.
или нет, не знаю. Ну, как бы ты видишь, что здесь все окей. То есть этой ванной пользовались, причем довольно часто, да, вот непосредственно. Или здесь вытяжка, может, какая-то, что мощная должна быть, да? Честно говоря, я даже Я не ее, могу честно, тебе даже сейчас пока сказать. не заметила. Только в душе я видела. Есть, да, есть здесь. Если здесь, возможно, нет, но как ты видишь, то даже вот дерево, которое зараз отшивание, оно ну, буквально чуть-чуть у него тут есть Ну да, прикольно. косячки. А так... Ну, ванная целая, да, без всяких там Да, трещин и конечно. всего. Круто, круто. Pero no lo es, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, 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 yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti, pasara me dijo la tristeza. Si hubiera replay cambiaría por ti, porque te amo, baby. Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor. Fueron errores. Ну что, мы посмотрели всю квартиру. Сейчас расскажем уже самое интересное, да, по ценам. Почем? Цена офертова 1 333 000. Опять же, возвращаясь к теме гаража, его можно купить, что вы редко встретите при Каменице. Он стоит еще 80. Опять же, повторюсь, Отдельно? Да, отдельно. Там 2 авто помещаются, и плюс еще можно оставить какие-то вещи. То есть это коммурка плюс гараж. Это цена офертова. Можно предлагать свою, естественно. Если она будет откликаться продавцу, то... То есть торг он её уместен? продаст. Конечно, как и при любой недвижимости. Если вам говорят, что недвижимость без торга, то это неправда. А какие условия? Ипотека возможна, да? Ипотека возможна, хотя на такую сумму, если вот мы берем стандартную схему, там 10-20% первого взноса, но надо хорошо зарабатывать, чтобы там миллион, Да. сколько, 1 150 000 кредитоспособности сейчас себе сделать. Но да, можно, естественно, взять без проблем в ипотеку. Ну что, мы будем с вами прощаться. Если вам понравилась эта квартира, вы заинтересовались, то я в описании под этим видео оставлю контакты Сергея, в общем, оставлю Telegram, да, Instagram, так что обязательно заходите, подписывайтесь. Если вас интересует, например, какое-то другое жилье, я думаю, ты сможешь подобрать, да? Есть еще варианты различные, да? Да, я также скажу, что на сегодняшний день, и скорее всего на момент, когда это видео выйдет, то эта квартира будет, скажем так, off-market, то есть ее нельзя будет найти ни на Autodome, ни на OLX, нигде, поэтому это хорошее время, так сказать, przed tłumem, przed szumem эту квартиру купить, и по условиям в такое время тоже довольно выгодно, намного выгоднее, чем уже on-market покупать квартиры. Вот, это тоже важно. Так что подписывайтесь на Сергея, он вам подберет под ваш бюджет недвижимость для себя или для инвестиций, а мы будем